Покушение на Зеленского в Киеве и в Польше. Кто за ним охотился? В Украине заявляют и о попытке убить брата главы офиса Зеленского Ермака для срыва переговоров с Россией. Заявление сторон. Ответный удар Ирана по американским базам. Есть ли потери и почему все произошло через несколько часов после того, как глава МИД Ирана побывал в Кремле на встрече с Путиным? В НАТО уже не ждут нападения России на Альянс во время масштабных военных учений сил Минска и Москвы на территории Беларуси. Почему? Берлин не осуждает США и Израиль, а наоборот. В то же время ЕС наносит удар в спину Нетаньяху, что решила Кая Каллас. США закрывают границы для граждан Узбекистана. Почему республика возглавила антирейтинг? И как много узбекистанцев не получило виз в Америку? Скандал в Венеции. Исторический город Диснейленд для элиты. Как активисты протестуют против свадьбы одного из самых богатых мужчин мира. Что не так? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Попытка убийства Зеленского – одна из цитируемых тем в Украине. Глава Украинской службы безопасности Малюк, который руководил спецоперацией «Паутина», говорит, что Зеленского хотели убить при переходе на территорию офиса президента. Покушение в Киеве было целью, по словам Малюка, 2 полковников Управления государственной охраны, которые работали на 5-ю службу Федеральной службы безопасности России. Эти полковники, уверяют в СБУ, искали людей для исполнения приказа. Но и это еще не все. За Зеленским охотились и в Польше, уточняет СБУ. Поляк собирался ликвидировать главу украинского государства на территории аэропорта города Жешув. Опять же, СБУ заявляет, что здесь служба действовала совместно с агентством внутренней безопасности Польши. Подозреваемый – это военный пенсионер, поляк, который вынашивал намерения на протяжении многих лет. Он хотел убить Зеленского с помощью FPV-дрона. Рассматривались несколько вариантов. Один из них – это FPV-дрон, другой – снайперский комплекс. Но мы агента задержали. Профессионально сработали польские коллеги. Это была наша с ними совместная работа. В Варшаве и Киеве уточняют, что эти покушения должны были произойти в 2024 году. Заявление о спецоперации накануне прозвучало и в Польше. Дело о предотвращении действий, связанных с подготовкой покушения на президента Украины, имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием агентством внутренней безопасности и арестом гражданина Польши, который планировал такие действия и пытался установить сотрудничество с российскими спецслужбами. Отмечу, что в службе безопасности Украины уверяют, что Россия планировала убить еще и брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса. Глава СБУ говорит, что все должно было произойти во время стамбульских переговоров в мае, когда Ермак находился в Турции. Денис Ермак, по сообщениям СБУ, является снайпером ГУР в иностранном легионе. И его убийство могло повлиять на ход переговоров. В России уже отреагировали на эти заявления. Депутат Госдумы РФ Юрий Швыдкин заявил, что Россия никогда не позиционировала себя как террористическое государство, поэтому не причастна к покушениям. Напомню, также сам Зеленский заявлял, что за время войны его пытались убить не менее 10 раз. И теперь к событиям на Ближнем Востоке. Иран таки нанес ответный удар по военным базам США. Как и предполагалось, все произошло в первые 48 часов после того, как США ударили по ядерным объектам Тегерана. Главной целью ракетного удара стала авиабаза Аль-Удейд, ключевой форпост США в регионе, который расположен к юго-западу от Дохи, столицы Катара. Удар, по заявлению Корпуса Стража Исламской революции, стал жестким ответом на американскую агрессию против мирных ядерных объектов Ирана и вопиющее нарушение международного права. Несмотря на эти официальные заявления, западная пресса со ссылкой на свои источники в правительстве Катара пишет, что Иран заранее обо всем всех предупредил. Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабой реакцией, как мы и ожидали, и мы очень эффективно ее нейтрализовали. Было выпущено 14 ракет, 13 были сбиты, а 1 была отпущена, поскольку направлялась в неопасном направлении. Я рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и почти никакого ущерба не было причинено. Самое важное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Я хочу поблагодарить Иран за предварительное уведомление, благодаря которому не было потерь и никто не пострадал.
Тем не менее, в Дохе были слышны взрывы, город накрыла волна тревоги, а небо над страной срочно закрыли. МИД Катара в ответ выступил с жестким заявлением. Катар оставляет за собой право на прямой ответ, соответствующий характеру и масштабу этой наглой агрессии в соответствии с международным правом. Это была цитата. Министерство обороны объявило, что катарские системы противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку, направленную на авиабазу Аль-Удейд. Благодаря милости Аллаха, бдительности вооруженных сил и принятым мерам предосторожности в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Отмечу, что Иран нанес удар по базам США буквально через несколько часов после того, как в Москве прошли переговоры Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Кроме того, Росавиация ввела запреты на рейсы в воздушном пространстве Катара до 26 июня, что, вероятно, говорит о том, что еще в течение пары дней подобные атаки могут повториться. Введенные ранее ограничения на полеты из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана остаются в силе. Они действуют также до 26 июня. В Кремле, напомню, накануне заявили, что предложили посреднические усилия Ирану, это была цитата, ну а другое зависит от желаний и необходимости Тегерана. Все зависит от того, что необходимо Ирану. Мы предложили наши посреднические усилия, это конкретно. Мы заявили о своей позиции, это тоже очень важное проявление. Это такой вид поддержки иранской стороны. Ну и дальше все будет зависеть от того, что сейчас необходимо Ирану. Путин при этом, напомню, отправил сигнал Трампу, что недоволен его действиями, и американские удары по 3 ядерным объектам Ирана назвал неспровоцированной агрессией. Дорогие друзья, современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте. Иран при этом намекает, что Россия Тегерану очень нужна. Аракчи, который провел переговоры с Путиным, заявил, ожидает, что Москва сыграет активную роль в период конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Это акт агрессии и нападения, которое должно быть однозначно осуждено. Мы ценим позицию России, осуждающую это нападение в самых решительных выражениях сегодня, и надеемся, что это будет сопровождаться практической поддержкой в Совете Безопасности. И пока мир наблюдал за тем, как Иран наносит удар по военным базам США, в соцсетях произошла настоящая битва между Трампом и Медведевым. Американский президент отреагировал на недавний пост зампреда Совбеза РФ, в котором был намек на то, что союзники Ирана передадут ему ядерное оружие. Трамп счел, что к такому шагу готовится Россия. Я правильно услышал, как бывший президент Медведев из России спокойно бросается словом на «я» – ядерным, и говорит, что он и другие страны готовы поставить Ирану ядерные боеголовки. Он действительно это сказал? Или это мне просто показалось? Если он и правда это сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно. С ядерной темой нельзя обращаться так легкомысленно. Видимо, поэтому Путин – босс. Незамедлительно Медведев ответил Трампу, вновь повторил, что осуждает его действия, ведь удары, по мнению Медведева, не достигли целей. И уверяет, что Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку является участником договора о нераспространении ядерного оружия. В то же время немецкая пресса пишет о неожиданном ударе в спину Израиля со стороны ЕС. Бильд уточняет, глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас подготовила доклад, который вызвал резкую критику. Она видит признаки нарушения Израилем обязательств в области прав человека, которые он взял на себя в рамках соглашения с ЕС. Каллас при этом призвала стороны отступить и начать переговоры. Новая война – это опасное развитие событий, и недавние военные действия усиливают напряженность. Иран десятилетиями представляет угрозу, и ЕС всегда заявлял, что Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие, поскольку это будет угрозой международной безопасности. Но военные действия всегда сопряжены с рисками и неопределенностью. Сейчас важно минимизировать риск дальнейшей эскалации. А вот Берлин никого не осуждает. Критиковать Израиль и США Мерц не хочет. Говорит, Америка меняется, а поэтому, вероятно, все делает правильно. Для нас и для меня лично нет никаких оснований критиковать то, что Израиль начал неделю назад, и также нет оснований критиковать то, что Америка сделала в прошлые выходные. Да, это не без риска, но оставить все как есть тоже не было вариантом. Соединенные Штаты Америки уже не те Соединенные Штаты, которые мы, возможно, знали 20, 30, 40 лет назад. Страна меняется, политика меняется. И это происходит независимо от текущей администрации.
После череды всех этих событий Трамп вышел с шокирующим заявлением. Говорит, что Израиль и Иран полностью согласовали между собой полное и всеобъемлющее перемирие. Это перемирие продлится 12 часов, а после война будет официально считаться завершенной. Кроме того, по словам Трампа, первым начнет перемирие Иран, а затем спустя 12 часов Израиль. И уже на 24-м часу весь мир официально поприветствует завершение 12-дневной войны. Как вам такой поворот, друзья? Как всегда, поделитесь своей точкой зрения под этим видео. И, друзья, знаю, что многие из вас со мной ежедневно, но пока без подписки на канал «Время Прядко». Подпишитесь и, если не сложно, поставьте лайк. Для меня, повторюсь, и для алгоритмов YouTube это важно, а вам, я думаю, не сложно. Большое спасибо, а я пока продолжу. В НАТО не считают реальным сценарий нападения России на Североатлантический альянс во время учений РФ и Беларуси «Запад-2025». В этом уверен генсек Рютте. Он уверяет, что альянс уже не такой, как прежде, и готов к любому повороту событий. И Москва это знает. Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то сделать, то знает, что наша реакция будет разрушительной. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут безотлагательно быть направлены, если нападение произойдет. В России, напомню, говорили, что не собираются ни на кого нападать. В этом ранее был уверен и спецпосланник Трампа Уитков. А вот другой спецпосланник американского президента накануне раскрыл подробности своего разговора с Лукашенко. Кит Келлог, который на днях побывал в Минске, говорит, что была отличная командная работа и встреча с Лукашенко дала результат. На свободу вышли не только политические заключенные, но и Украина была в повестке. Предлагаю послушать. Джон Коул возглавил обсуждение двусторонних отношений США и Беларуси, что привело к освобождению 14 политических заключенных из 6 стран, включая Японию и Польшу, которые долгое время находились в заключении. Я обсудил войну между Россией и Украиной и то, как Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить войну и прекратить убийства. Президент Трамп продолжает продвигать мир через силу. США закрывают границы для граждан Узбекистана. Республика возглавила антирейтинг среди всех стран Центральной Азии по отказам в визах Америки. По итогам 2024 года более 64% заявлений граждан Узбекистана на туристические и деловые визы получили жесткое «нет» от Госдепа США. Это не просто цифра, это самый высокий процент отказов в регионе. Вслед за Узбекистаном в списке невезения оказались Туркменистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Таковы данные на фоне заявлений Вашингтона и Ташкента о приверженности укреплению стратегического партнерства. Напомню, ранее в отчете службы иммиграции и таможенного контроля за ноябрь 2024 года уточнялось, что количество граждан Узбекистана, подлежащих депортации из США, составляет 975 человек. В городе на воде продолжаются протесты. Венеция на грани. Свадьба одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса превращает город в поле битвы между гламуром и гневом. На улицах и площадях Венеции звучат обвинения в превращении легендарных мест в частный Диснейленд для элиты. Активисты, которые устраивают протест, обращаются к Безосу. Если ты можешь арендовать Венецию для свадьбы, ты можешь платить больше налогов. Торжество назначено на 27 июня. Основатель Amazon Джефф Безос и телеведущая Лорен Санчес станут супругами в присутствии именитых гостей. Это и Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо, Роберт Паттинсон, Орландо Блум, Барбара Стрейзанд и другие. Некоторые местные жители недовольны тем, что будущие супруги ради свадьбы хотят ограничить городское движение. Однако мэр Венеции Луиджи Бруньяро считает, что свадьба привлечет дополнительный капитал и положительно скажется на экономике города. Также считает и часть бизнесменов. Город сейчас захлестывают туристы. Он вымирает, превращается в Диснейленд, и приезд Безоса как раз ведет в этом направлении. Но я не против, потому что Безос в конечном счете приезжает и привозит деньги, приносит экономическую выгоду. Что действительно тревожит, это повседневный туризм, который захватывает город, не принося никакой пользы экономике. Да, Безосу, нет, туризму, однозначно. Друзья, хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.